Сегодня я расскажу тебе тайну о зеленом человечке, которого прячет агентство в лаборатории над больницей. Досмотри видео до конца. Перед тем, как мы начнем, я вас приглашаю подписаться на мой инстаграм. Там вы можете понаблюдать о моей жизни и познакомиться со мной чуточку лучше. Ссылочка в закрепленном комментарии. Ребята, не обращайте внимания на то, что я здесь лысый, потому что жарко, ё-моё. Как вы уже могли заметить, на канале выходят достаточно редко видео, это все из-за жары, потому что я терпеть не могу жару, и мне очень сильно плохо от этого. А так как я живу в Польше, у нас кондиционеры не разрешены, ну точнее, чтобы их поставить, нужно со всем домом согласовывать. Короче, полная шляпа, и вентилятора просто не хватает для того, чтобы хотя бы дышать, а дышать нечем, поэтому выходит видео вот так вот тут редко. Я наконец-то, ребята, смог понять приблизительно, что же это за зеленый человек. Многие говорили, что это какой-то инопланетянин. Многие говорили, что это зомби. Некоторые говорили, что это вообще тот ФБРовец, который каким-то образом попал в агентство, и потом с ним что-то случилось, он стал зеленым. Но нет. Если вы хотите, чтобы я вам рассказал, что же случилось с ФБРовцем, ставьте лайк под эти видео и пишите в комментариях. Я обязательно сделаю еще одно видео, где расскажу, кто он такой и что с ним стало. С чего мы тогда начнем с вами? Ну, для этого нам понадобится, конечно же, с вами поехать в больницу, потому что без этого просто никак. Она у нас находится совсем рядом, но машина, я думаю, нам не помешает. Давайте сразу 70 поставим, чтобы гнать просто как ненормальный. Мы заходим с вами сюда, двигаем чуть дальше и видим вот такую вот капсулу. Эта капсула у нас вот с таким вот зеленым человечком. Но кто же это на самом деле и что с ним случилось? С ним случилось, ребята, что-то непонятное. Но, конечно же, больше всего меня интересует этот зеленый человечек, который находился в этой капсуле, но его здесь нет. Как я определил, что это действительно инопланетянин, это действительно пришелец? Для этого мы с вами отправимся в Roblox Studio. И вы видите перед собой карту Брукхейвен. Да, ребят, это скопированная карта Брукхейвен, я ее нашел в тулбоксах, там, конечно же, кто-то ее скопировал, добавил, но это нам, ребята, на руку. Что же это такое? Смотрите, мы сейчас находимся в той локации, в которой мы находимся в игре, да, и вот у нас стоит вот эта вот капсула. Ты нажал на нее и посмотрите сюда. Тут у нас есть вот такая модель, которая называется Alien, что переводится с английского пришелец. И сразу можно с уверенностью сказать, что разработчики назвали его пришельцем, и это и есть пришелец. То есть это уже не зомби, это остаточная информация, потому что именно разработчики имеют такую модель, которая называется Alien, то есть пришелец. Окей, это достаточно хорошо, но интересует вопрос другой. Что же это за капсула? И куда делся пришелец из этой капсулы? А сейчас я вам предлагаю пройти по всему его пути, предположительному пути, глянуть, где он остановился и что он делал. Возвращаемся в Брукхейвен и двигаем сюда. Итак, какую хронологию мы с вами можем восстановить? Мы знаем, что этот пришелец также находился в этой капсуле. Но что-то произошло, и он вырвался. Как я определил, что он вырвался по вот таким вот, ребята, разбросанным предметам, которые находятся здесь. То есть мы видим, что у нас здесь лежит полка, стул, что тут было какое-то побоище, что-то происходило. И какой вывод вообще можно сделать? А вывод у нас, ребята, такой. То есть этот пришелец каким-то образом выбрался, разломал это все и побежал в эту сторону. Тут опять у нас был стул, возможно, он полетел сюда. Здесь у нас дырка. Что это может означать? Я думаю, что пришелец достаточно сильный был, и когда он бежал, он каким-то образом плечом, либо еще как-то зацепился за эту стену и сделал там дырку. Либо он что-то бросил, возможно стул, возможно еще что-то, и поэтому ее пришлось заделать. Но заделали ее плохо, и она обвалилась. Дальше, ребята, мы видим, что у нас здесь лежит предмет, и здесь. И вот здесь мы тоже видим, что что-то произошло, что что-то случилось не так абсолютно. Но тут возникает, ребята, вопрос, то что в этой комнате тоже все разбросано. Поэтому, скорее всего, маршрут у нас был такой. Он был не в капсуле, то есть он выбрался не в капсулу. Скорее всего, его взяли на исследование, на какой-то эксперимент. Он сидел вот здесь, потом что-то произошло, он вырвался, начал крушить здесь все, как видите. Разломал это, бежал сюда, разломал это. Вот таким вот образом он бежал. Тут у нас, смотрите, есть капсула, возможно, капсула тоже улетела. Далее он забегает в эту комнату. Тут начинает тоже все крушить, как видите. Здесь у нас был какой-то человек из агентства,
Каким-то образом он здесь был, тоже ему не повезло, неизвестно что с ним. Далее он бежал дальше, ребята, и уже выбежал через окно. Но куда же он побежал дальше после этого окна? Отсюда у нас разворачиваются два пути. Первый — это он побежал прямо. Не обязательно на кладбище, возможно, где-то в лесах, куда-то в лесах, но там след просто теряется. Там никакого основания находиться, где-то прятаться я просто не нашел. Я облазил здесь все. Но второй вариант, он мог побежать вот сюда. Он бежал, и тут есть у нас две локации, предположительно в которых мог прятаться пришелец. То есть первая локация — это вот пещера, которая у нас находится здесь. Если мы спустимся сюда, давайте достанем фонарик и пойдем внутрь, то здесь достаточно большое пространство находится под этой пещерой, под этой горой, и здесь можно действительно какое-то время находиться. Но я думаю, что пришелец маловероятно здесь был, хотя кто знает, ребята, как вы думаете, напишите в комментариях, мог бы пришелец находиться в пещере или нет. Но я думаю, что в принципе он мог здесь находиться какое-то время, потом я думаю, что он выбрался и нашел вот эту вот хижину, которую мы с вами видим. Потому что хижина у нас заброшенная, там никто не живет. И, возможно, пришелец также что-то здесь делал. Возможно, он также пытался переждать что-то. Но у него должна была главная какая-то цель быть. Мы должны понимать вообще, куда он двигается, какая у него мотивация. Понятное дело, что сбежать от агентства, потому что они его захватили. Но у него же должен был быть какой-то план. Он же не мог. Это же пришельцы. А это же вроде как должна быть высшая раса. Тем более вы видели, что они очень сильно похожи на людей. Это значит, что они действительно могли быть умные. Что после этого случилось? Я думаю, что он здесь, в этом доме, какое-то время находился. Что он здесь делал, я не знаю. Ну, возможно, он тут ел, пил. Хотя я не знаю, где пришельцы вообще могли еду найти. И нужна была ли им еда вообще? Может быть, пришельцы и не ели вовсе. Непонятно, что он здесь мог делать, но предположительно он мог тут быть. Но какая же у него могла быть главная цель? И тут, ребята, самое интересное начинается. Вы просто сейчас будете в шоке. Мое предположение, что пришелец искал место крушения. По-любому у него каким-то образом есть космический какой-то самолет, может быть, летающая тарелка, либо еще что-то. Его каким-то образом захватило агентство, либо они упали, либо еще что-то. Но мы знаем, что пришельцев было двое. И мы знаем, что по-любому они могли где-то приземлиться, либо упасть. Должно быть место крушения по-любому. Поэтому я думаю, что он начал искать это место крушения. И вполне вероятно, что в той комнате, где у нас координаты, вполне вероятно, что и было место крушения. Может быть, где-то это место крушения записано, может быть, еще что-то, но я не знаю. Я думаю, что он искал это место крушения и пытался найти космический корабль, либо его останки, чтобы хоть как-то улететь. И я почему-то думаю, что у него реально это получилось, потому что мы не можем его нигде найти. Я объездил всю карту. Я ничего не нашел, я не нашел этого пришельца. И значит, он улетел, значит, он нашел это место крушения и нашел свой корабль, починил его и свалил отсюда. И другого выхода просто быть не может. Напишите в комментариях, как вы думаете, действительно ли он сбежал, либо он где-то прячется.